В центр, везде играет музыка, хорошее настроение, сегодня замечательная погода, и сейчас в городе воздушная тревога. Нужно идти в какое-то укрытие, потому что сегодня опасность. Очень неприятное это ощущение, и думаем, через видео даже это все можно почувствовать в воздухе. Жду Ирину. И вот воздушная тревога, и читаю, что разведдрон в сторону Одессы. Это очень и очень неприятно. Ой, надеемся, все будет хорошо после разведдрона. Может быть баллистика, поэтому пойдем сейчас в какое-то укрытие. Наконец-то закончился сигнал воздушной тревоги, и уже можно немного расслабиться. Сейчас перейдем дорогу и сразу видим с вами жемчужинку, нашу жемчужинку Одессы. Оперный театр. Как можно пройти мимо в Одессе возле евреев? Конечно, нужно еще потереть кошелек перед Новым годом. Это особенно важно. Иметь деньги. Да, Ирина? 100%. А мы идем с вами дальше и будем рассказывать, как же сегодня живет наша Одесса. Сегодня такой последний на ближайшее время теплый день. Завтра нам уже обещают похолодание. Многие обратили внимание на то, что в городе реально стало перед праздниками пусто. И вот сейчас мы ходим по центральным улицам города, и в Одессе реально мало сейчас людей. Не знаю, куда делись люди и что они делают, но факт остается фактом. Их действительно мало. Да, Ир? Да, все готовятся к праздникам, и, может, некоторые повыезжали на отдых. Он в Буковеле открылся уже курортный сезон, все лыжники уехали, возможно, в Одессе много лыжников. Возможно, покажи, какой красивый. Ну да. Оперный. Все знают, что Одесский оперный – это просто шедевр архитектуры. Перлинка нашей Одессы. Так. Перлинка в перлинке. Проходим с вами в Пале Рояль. Если вы не были никогда в Одессе, то сейчас мы расскажем, что это за место. Это называется сад Пале Рояль или сквер Пале Рояль. У него есть своя история. Но это считается одним из самых интересных мест Одессы. И такая тайная достопримечательность, потому что когда люди приезжают в город, туристы приезжают в Одессу, то они даже не знают, как в него войти, потому что входы здесь практически есть секретные. Что-то Виктория наговорила. Всем большой привет из предпраздничной Одессы. Да, хочется улыбаться, но, к сожалению, вот эта вот ежедневная реальность вносит свои коррективы. И вы видели, что начало видео у нас было не очень веселым, но хочется, чтобы люди во всех странах знали, как живут одесситы, и что не все у нас так весело и предпразднично, как могло бы быть. 100%. Город украшен, витрины украшены, на Дерибасовской стоит елка. Мы хотели бы все это поснимать и вам показать, но пока мы здесь на Дерибасовской, это уже вторая тревога за час, не очень приятно, но, по крайней мере, тихо. Значит, можно дальше радоваться жизни. И так очень грустно наблюдать картину, как все привезли своих детей уже к новогодней городской елке, но, к сожалению, из-за сигнала воздушной тревоги эти дети вынуждены идти куда-то в укрытие. Вообще сейчас в центре, в городе очень мало людей. Да. С одной стороны тихо, с другой стороны хочется, чтобы людей было больше, все улыбались, радовались жизни. Ну, посмотрим дальше, может, мы еще встретим эти летние толпы. Первоначально на этом месте находился военный плац. После его переноса в другое место территория использовалась как торговая площадь. В 1842 году по проекту одесского архитектора Торричелли здесь были построены торговые ряды. В Пале Рояле были модные салоны, книжные лавки, магазины шелка и хрусталя. Его посещение было обязательным светским ритуалом, поэтому в местных кофейнях собиралось самое изысканное общество Одессы. С перемещением торговли в Пассаж на Дерибасовской в начале XIX века торговые ряды были полностью перестроены, а сквер стал одним из мест отдыха горожан. Это выход с Пале Рояль. Прикольно он смотрится. Что ближе к вечеру начинает появляться молодежь. То мы думаем, что уже все куда-то пропали.
Но это самый центр города. И то для этой улицы здесь мало автомобилей сейчас. В этом году в Одессе сделали такой необычный пешеходный перекресток. Здесь можно реально растеряться, в какую сторону кому идти. Видите, люди ходят по всей дороге. Я когда первый раз увидела это все, думаю, куда идут эти пешеходы, что с ума сошли. А только потом уже обратила внимание, что здесь сделали разметку. Смотрите, что нашли на фасаде дома. Нашли виноград. Кто-то, наверное, хотел делать вино, но что-то не стряслось. Такое добро пропадает. Смотрите, весь балкон в нем. Обещали нам скоро снегопады, но в конечном итоге в прогнозе погоды написано, что, скорее всего, на Новый год в Одессе будут дожди. Что-то снега мы пока не дождемся. Возле меня пришла женщина, так красиво, элегантно одета. Шляпка, пальто. Приятно посмотреть. К вечеру подтягиваются уже немного люди, потому что до этого что-то было совсем печально. Пишите нам, как вы собираетесь праздновать Новый год. Особенно одесситы. Мы будем понимать, вы есть в городе или вас нету. Куда все делись, да, Ирина? Многие зрители нам пишут, что нет новогоднего настроения, елку не будем ставить, украшать ничего не будем, готовиться не будем. Люди, пожалуйста, ставьте себе елочки, поднимайте себе настроение, потому что мы вообще не представляем, может, мы вообще проживаем самое высшее время своей жизни. Покажи вблизи, да, какой красивый декор. Покажем вам, какой сейчас декор в городе. Замечательный. Вот где не идешь в центре, везде хочется остановиться и полюбоваться. Вы знаете, мы часто обсуждаем то, что думаем, что сейчас переживаем самое сложное, самое страшное время, но никто из нас не знает, что будет дальше, поэтому нужно учиться у людей быть на позитиве и стараться жить сегодняшним днем, ничего не откладывать на потом, потому что потом ни для кого не известно. И все-таки скоро праздники, и хочется говорить о чем-то положительном. Мы приехали прогуляться, сделать фотографии себе предновогодние и встретили сегодня наших зрителей. Да. Необычных, а таких очень приятных, светлых и позитивных людей. Во-первых, мы встретили любовь. Да. Любовь, большой вам привет от нас. Нам было так приятно с вами пообщаться. Когда мы встречаем наших зрителей, они нам говорят такие прекрасные слова. Вот мы по-настоящему чувствуем себя счастливыми. В Одессе очень много теплых, положительных людей с очень хорошим чувством юмора. И еще мы встретили наших зрителей Наталью и Максима из Кривого Рога. Такая замечательная, приятная женщина с такой прекрасной улыбкой. Мы вам тоже передаем большой привет от всего нашего канала. Да. И мы так рады, когда вы отзываетесь, поверьте. Ну так приятно обменяться такой положительной энергией. 100%. Мы желаем всем хорошего настроения и спокойных, уютных выходных у нас в городе. И во всех городах Украины. И во всех городах, да. Посмотрите, какая пустая Дерибасовская. Просто глушь. Мы так говорим, что мало людей, потому что, достаточно часто сюда приезжаем, и первый раз, вот второй раз за эту неделю приезжаем, и второй раз очень пусто. Наоборот, сейчас тепло, и должно было быть много людей, но почему-то их мало. Да, те, кто смотрел наши летние видео, вы понимаете, о чем мы говорим. Стало так спокойно, закончились тревоги, еще раз повторим. Но вы знаете, вот все равно опасно. Каждый какой-то бах, каждый шорох реально переживаешь, чтобы ничего не случилось. Расслабиться окончательно невозможно. И, наверное, никто не сможет расслабиться, пока эта война не закончится. Некоторые из наших зрителей и вообще из людей из других городов Украины спрашивают у нас, безопасно сейчас в Одессе, допустим, приезжать и праздновать Новый год. Вы знаете, нам сложно ответить на такой вопрос, потому что мы реально не понимаем, что будет завтра.
Сегодня, вот, там, позавчера у нас было тихо, не было Вчера воздушных было тревог. тихо. Вчера было тихо, сегодня вот мы приехали, уже 2 воздушных тревоги. Что будет дальше, мы не знаем. Да, может быть все спокойно, а может, не дай бог, что-то произойти. Конечно, очень хотелось бы, чтобы людям на праздники дали отдохнуть. Вот честно, спокойно. Детям дали нормально провести утренники в школах, в детских садиках, дома, как-то расслабиться. Потому что 3 года дети, ладно взрослые, а вот дети, в каком они кошмаре живут 3 года. Поэтому очень бы хотелось, чтобы дети на праздники были себе со своими семьями в тишине да покое. И будем надеяться, что так и будет, и каждому желаем, чтобы так было. Так что, если вы хотите приезжать на Новый год в Одессу, то это исключительно ваше решение, потому что совет вам никто не даст, потому что никто не может вам гарантировать. Надейтесь на себя и на Бога. Второй день была такая весна, тепло, солнечно. А сейчас прошло 2 часа, и мы понимаем, что все-таки тот циклон, о котором говорили, что идет на Украину, в том числе на Одессу, он уже близко, потому что ветер с каждым часом становится все холоднее и холоднее, и сильнее и сильнее. Мне кажется, скоро кто-то будет бежать домой. Все соскучились за Ириной, ее долгое время не было. Да. Видео, она у нас заболела. Второй раз. Второй раз, да, по второму кругу. И главное сегодня не перемерзнуть, чтобы не был третий. Ну, надеемся, что не будет. Ну да. Такая разносторонняя пьеса. Я думала, их так много, их так мало. В пассаж, наверное, люди заходят с надеждой погреться. Ну, если вы думаете, что здесь тепло, то вы ошибаетесь, потому что здесь реально холодно. И поскольку мы в пассаже, не все знают, что самая узкая улица находится именно здесь. Веди нас, Ирина. И даже здесь уже на самой узкой улочке поставили елку. Сейчас вам ее покажем. Давно собираемся и приезжаем, все время забываем. Так. И вот она. Собственно, так она выглядит. Она очень узенькая, коротенькая. И когда сюда попадаешь, такое чувство, что ты где-то за границей. Правда? Вот. Так вот она выглядит. Ну, дальше идти не будем. В принципе, вы все поняли. По-моему, 2,5 метра шириной. Ну, не, я думаю, побольше. Больше? Да, балкончики здесь тоже такие прикольные. Ну, все, в общем, посмотрели, выходим. Многие из наших зрителей пишут нам: вот в Одессе война, а у вас на видео так много женщин, которые красиво одеты, накрашены, почему так? Ну, возможно, в первые дни войны было по-другому, но сейчас война 3-й год, и люди научились жить сегодняшним днем, и это все научило не откладывать свою жизнь на потом, а надевать лучшие вещи. Самые лучшие вещи, потому что красота спасет мир. Да. А в Одессе вообще как может быть иначе? Чувство юмора и вкуса спасает этот город. Вот, поэтому вот, так, и вот таких людей, вот иногда идешь по улице, идет женщина вот 80-85 лет в пальто, с макияжем, и вот Какая смотришь красотка. и думаешь, какая молодец, вот так нужно быть, вот это оптимисты, и вот у них нужно очень многому поучиться, 100%. поэтому не унываем, наряжаемся хотя бы на праздники, едем в центр города и спасаем красотой мир. Потому что жизнь продолжается.